Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас, смотрите, вот такая вот интересная шаль, или это может быть бактус, с пышными столбиками, который я превратила в узор попкорн, потому что узор попкорн, он умеет вязать все, и он не распадается, как просто пышные столбики. Ну, идея вот такова. Совсем не сложно, достаточно симпатично и для начинающих, и для тех, кто уже давно вяжет. Идея достаточно неплохая, я решила ее вам показать. Для начала нам нужно связать 1, 2, 3, 4 группы из 3 столбиков и между ними 3 воздушные петельки. Это наша будет потом боковая группа. Мы будем вязать 1, 2, 3, 4, 5, свяжем колечко, замкнем, в кольцо провяжем 1, 2, 3. Это столбик считается, 2 и 3. 3 столбика, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Нам нужно повторить это 3 раза. Всего должно быть 4 группы по 3 столбика. Провязали основу. И теперь вяжем боковую группу. 2 воздушные петельки. Разворачиваем вязание и между двумя группами вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли и в центр 1 столбик, 2, 1, 2, 3 и еще. Это у нас уже почти начинается узор, самый первый ряд. И 3 воздушные петли, боковая группа туда и обратно. Довязываем наш рядочек, опять вяжем боковую группу, 3 воздушные петли. И вот смотрите, там, где у нас с вами столбики, мы их вяжем рельефными. 1 и 2, для того, чтобы все было красивенько, да? 1 воздушную петлю и в центре вяжем попкорн. Для этого мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь ниточку немножко отставляем и в первый столбик проводим ниточку вот так вот. У нас получается вот такой бутончик. Закрепили. И точно так же наши простые столбики вяжем рельефными. 1 и 2. Вот наш узор и состоялся. 3 воздушные, 1, 2, 3, боковая группа. То есть все очень-очень просто. Мы с вами довязали. Вот наш красивый узорчик. 2 арочки, боковой узор и на обратной стороне боковой узор. Там, где у нас с вами 2 арочки, вот в первой арочке мы вяжем начало узора. 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика. 1 и 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в центр узора попкорн, вот он наш узор попкорн, под него столбик без накида. 1, 2, 3. И арочку. 2 столбика, 3, 2 столбика, 3 воздушные петли. 2, 3. То есть это наша изнаночная сторона. Вот так выглядит. 3 воздушные, 1, 2, 3 и боковая группа. Провязали боковую группу, теперь делаем опять повтор. 1, 2, 3 воздушные петли.
Там, где у нас узор начинался, смотрите, мы одна воздушная арочка есть, вторую добавляем, а на столбиках с одним накидом вяжем рельефные столбики. Раз, два. То есть у нас один узор был, вот он у нас в центре, а теперь мы вяжем раз, два. Все как всегда. Одна воздушная петелька, 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5. Узор легко повторить. Идет постоянный повтор. Всего лишь 2 рядочка. Воздушная петля и рельефные столбики. 1, 2. 3 воздушные. Всегда 3 воздушные легко запомнить. Над нашим основным узором 3 воздушные петли. И рельефные. 1, 2. У нас получается 2 арочки. И в следующем изнаночном ряду мы на этих арочках начинаем вязать наш узор. Получается вот такой бутон с листочками. Одна воздушная петелька, 5 столбиков для узора попкорн. 1, 2, 3, 4, 5. Немножко вытягиваем ниточку для удобства. И в первый столбик протягиваем петлю. И воздушная петелька. Простые столбики превращаем в рельефные. Еще разочек. Три воздушных, раз, два, три. И боковая группа туда и обратно. То есть мы с вами практически весь узор связали 2 раза. И принцип вязания настолько одинаков, что я думаю, с этого момента уже все точно разберутся, что мы с вами связали, что мы с вами сделали и что делать потом. Смотрите, вот наш узор, наша боковая группа. Вот она. Боковая группа всегда вяжется одинаково. И узор всего лишь раз, два, всего лишь 2 рядочка. Боковые столбики связали. Что такое боковые группы? Давайте еще раз проговорим. Это 3 столбика с одним накидом. И 2 воздушные. Раз, два, 3 воздушные. 3 воздушные, чтобы не запутаться, идут везде 3 воздушные. Провязали столбики. 1, 2, 3. И в ближайшее пространство между узорчиками, вот цепочка у нас, мы вяжем основу для нашего узора. 2 столбика, раз, два, 3, 3 воздушные, 2 столбика, 1, 2 столбика провязали, 3 воздушные, раз, два, 3. Там, где у нас узор попкорн, вот по центру мы вычленяем столбик и вяжем столбик без накида. Раз, два, 3. Следующее пространство. Ничего не пропускаем. Опять 2 столбика. Раз, два, 3 воздушные петли, 2 столбика. 1, 2. Раз, два, 3. Там, где у нас попкорн, в центр. За попкорном. 1, 2, 3. И опять основа узора. 2 столбика. Раз, два, 3. Вот такую теплую шалечку любого цвета. Толщина пряжи я всегда беру 400 метров 100 грамм. Это оптимальная толщина. Это не толсто, это не тонко, это тепло и комфортно. Поэтому я и вам ее предлагаю. 400 метров 100 грамм. Это оптимальная толщина для вязания шали, шарфиков, кофточек. Вот, мы с вами связали изнаночную сторону. Это основа для будущего узора. Да?
Там, где у нас столбики, у нас будет попкорн. 2 воздушные. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3. 2, 3. То есть боковые группы мы вяжем из 3 столбиков, весь узор из 2. 3 воздушные повторяются всегда. 1, 2. В пространство мы пропускаем, значит, 3-я воздушная петелька. И там, где у нас столбики, вяжем рельефные. Воздушная петля и узор попкорн. Вот получается у нас вот такая красота. Мы с вами разобрали. Чуть побольше. Получается 1 узорчик, 2 добавили, 3, 4, 5, 6. Идет хорошее расширение, не узкое, не слишком широкое. Нет таких каких-то ажуров, то есть достаточно плотного, красивого узора. Шаль, бактус на теплое время года. Мне кажется, идея достаточно интересная, чтобы занести в копилочку, а может быть просто сразу и не откладывая связать. Такую теплую, красивую. Вот такие бутончики у нас получаются, симпатичные бутончики в оправлении листочков. Если вам идея понравилась, то значит надо связать. И обязательно напишите в комментарии, понравилось или нет. А я придумаю еще что-нибудь на следующий раз. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. До новых встреч! Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, Контакт, Одноклассники и вяжем вместе со мной. Пока-пока!